Артефакты. Это очень значимая часть вселенной игры Stalker. Они таят в себе загадку, и так и манят к себе новых искателей приключений. Сегодня я покажу все артефакты, что можно найти в игре Stalker 2. Всем привет, это Крамер. И сегодня мы рассмотрим все артефакты в игре Stalker 2 Сердце Чернобыля. Буквально в начале игры мы встречаем первый артефакт Альфу, который послужит катализатором многих событий в зоне, а также повлияет на ее судьбу, в зависимости от решений игрока, принимаемых по ходу прохождения. Ну что ж, Герман, пора в путь. Артефактов Stalker 2 оказалось намного больше, чем в оригинальной трилогии. Я насчитал 75 штук. И разбирать каждый из них детально, читая описание и так далее, думаю, будет лишним. В игре можно встретить обычные артефакты, нарезка из которых будет продолжаться примерно 7 минут. Легендарные артефакты, которые мы разберем в отдельной главе, а также упомянуты уникальные артефакты по типу Альфы или Сердца Чернобыля. Я наиграл в игру примерно 200 часов, и за это время у меня не вышло найти все артефакты в одном прохождении. И, как по мне, это здорово. И иногда ты примерно знаешь, какой артефакт стоит ожидать в той или иной аномалии. Но бывает и обратная ситуация. Помню, я нашел свой первый компас, и это было на кордоне. Помните ту аномалию около деревни новичков? Именно там. Находка была неожиданной. И эта неизвестность в таких ситуациях, как по мне, благоприятно влияет на погружение в игру. Всегда есть эффект новизны, и всегда есть загадка. В то же время, когда ты, например, пришел к термической аномалии, химки или электре, ты найдешь артефакт в соответствии с родительской аномалией. Ну, например, электро и бенгальский огонь. Тут, я думаю, пример понятен. Артефакты, как и ранее, изначально невидимые. Как это было Сталкер Чисто Небо и Зов Припяти. Исключением являются странные артефакты, о которых мы поговорим позже. Для обнаружения артефактов, как и прежде, нужны детекторы. Здесь ничего нового не изобрели. Разве что детектор ветка, который вроде бы и сделан здорово, но ты его используешь редко. Это не отклик или медведь. Это что-то между ними. Детектор не показывает тебе направление, в котором расположен артефакт, но он показывает расстояние до артефакта. И это уже интереснее. Дополнительная ветка обнаруживает артефакт на дистанции 100 метров, что в 2 раза выше, чем у отклика и у медведя. И, казалось бы, это большой плюс, при котором тебе не нужно заходить в аномалию, получать урон, портить снаряжение, а тут взял в руки ветвь, и все готово. Ты уже понимаешь, нужно ли тебе прыгать в аномалию или нет. И небольшая ремарка. Обычно я показываю вам видео, то, что я говорю, но сегодня случай исключительный, так как я хотел именно продемонстрировать внешний вид всех артефактов. Ведь, как по мне, они сделаны очень и очень с душой. Вы только гляньте на эту полость. Да, их свойства очень важны. Я имею в виду артефактов. Но в такие моменты ты забываешь и забиваешь, сколько он стоит, что он дает. Охота просто быть здесь, держать его в руках и смотреть на очередную загадку зоны. Что это такое и как вообще могло возникнуть? Ведь о них известно очень мало. Да, это какой-то камень. Да, он что-то дает. Да, он стоит денег. К чему это все? Как по мне, дизайн артефактов выполнен на 20 из 10. В этом плане я очень доволен. А уж фича с осмотром артефакта, ну то есть брать его в руки и вот так вот осматривать, это верная и необходимая вещь. Такого мне очень не хватало. Как было раньше. Нашел ты артефакт, выкинул его на землю и давай его рассматривать через оптику, через бинокль и так далее. Понятно, что то было чуть ли не 2 десятка лет назад, но время идет. И приятно, что разработчики реализуют новые, современные идеи. Даже когда ты наиграешь в Stalker 2 больше сотни часов, даже 2 сотни часов, найдя новый артефакт, ты в любом случае на какое-то мгновение залипнешь и будешь смотреть, изучая его, выискивая какой-то хлам. Камни, железо, грязь, кости, мясо, кровь, огонь. Перечислять можно долго, но замечаешь определенную логику, строишь догадки, как формируется тот или иной артефакт. Например, вот эта пружина. Что это такое? Замечаешь металл, выстроенный в форме спирали, напоминающий пружину. Так, я нашел его в граве аномалии. Это может объяснить спиралевидное строение. И так во многих случаях. Другие же артефакты наоборот. Ты не понимаешь, что это такое. Как оно вообще могло возникнуть? Будто это что-то неземное. Не конкретно на данном кадре. Тут какая-то тормозная колодка, плюс куча болтов. Как вы уже поняли, внешним видом я доволен. При каждом прохождении, находя тот или иной артефакт, я выкладывал его в личный ящик.
разработчик. Но не хотел я их продавать. И нет, это не хомяк, который же 17 лет в модах. Собирает все, что видит. Весь хлам, все пушки, все бинты, энергетики, водочку. Клептоман ОПшер. Просто охота было посмотреть на коллекцию того, что я нашел. Вот и все. Узнаешь многие артефакты из оригинальной трилогии. И это не только по названию. Внешне они выглядят так, какими мы их запомнили, проходя Сталкер все эти годы. Но, а что по свойствам? А вот здесь не все так однозначно. Ты находишь артефакт, и в описании видишь, что он дает, и как сильно он это дает. Ну и на этом все. Хорошо ли это? Отчасти. Ведь откуда сталкер может знать о свойствах артефакта, просто подержав его в руках? По ощущениям, по наитию. По логике нужно провести какие-то измерения или эксперименты, чтобы уже точно видеть в цифрах, что дает тот или иной артефакт. Так что вот этот момент, где не показано точное числовое значение свойств артефактов, вполне логичный. Напоминаю, что такого раньше не было. Ты находил артефакт, и там прям все точно расписано, что он дает. Было бы здорово, конечно. Если бы, например, у ученых на Малахите можно было бы узнать точные числовые значения. Я такое видел в модах. Но опять же, это моды. Там разработчики за эти годы придумали все, что можно. Кстати, фича с осмотром артефактов тоже была. В общем, артефактов много, и есть из чего повыбирать. Или же нет. После прохождения ты уже точно знаешь, что тебе нужна грозовая ягода, или жидкий камень, или странная бутылка, или перед боем вешаешь компас. И есть такое чувство, что как будто бы что-то не так с артефактами. Но в то же время все и нормально. Я имею в виду конкретно свойства. Возможно, нужно подкрутить баланс. И не только в плане кручения конфигов броника, где ты за ремонт потом отдаешь по 50 тысяч, а именно, чтобы артефакты реально защищали. Будь то химка или жарко. Какой-то износ снаряжения от аномалий, конечно, нужен. Но я думаю, что со временем все это поправят. Или, как говорят, мододел доделает. Ох уж этот мододел. Все он умеет. Кстати, уже есть мод, который делает численное отображение свойств артефактов. Если что, спрашивайте в нашем телеграм-канале. Ссылка на экране и в описании под видео. И еще стоит упомянуть заработок на артефактах. Некоторые из них действительно дорогие. Если охота быть прям собирателем артефактов, то здесь лучше брать научный комбинезон. Артефакты на термалку или на химку. Делать ремонт у наиболее благоприятных техников, например, на кордоне, или с зеленым маркером. И тогда на артефактах можно хорошо заработать. Не обращайте внимания на стоимость артефакта на экране. Стоить они будут значительно меньше, в зависимости от уровня сложности. Это были обычные артефакты. И кратко то, что я о них думаю. Легендарные артефакты. Кто бы мог подумать, что привычный нам болт превратят в артефакт. Странный болт — это один из 6 странных артефактов, которые можно найти в вихре недалеко от станции Янов. Но есть один нюанс. Подобрать его можно только внутри вихря. Для начала нужно найти вот этого счастливчика. Обязательно подбираем его КПК. Далее нужно ловить тайминги и найти путь по контейнерам к вот этому крану. С помощью него можно попасть внутрь вихря. Оказавшись внутри, нужно действовать шустро, потому что время на подбор болта у игроков будет ограничено таймингом, потом он просто улетит и его не подобрать. Болт защищает от воздействия аномалий, но со временем его нужно будет заряжать, просто выкинув на землю во время выброса. Очень здоровская фича. Зарядка артефакта. И это лишь первый из странных артефактов. Идем далее. В противоположность раскаленному болту сделали ледяную гайку. Долгие годы я читал комментарии, почему нет гаечки на веревке. Гаечка есть, но только теперь это артефакт. Странную гайку также находим в вихре. В вихре из огня. Для ее получения нужно пройтись по бетонным балкам, при этом будучи не сожженным. На самом деле это очень эпично и весьма увлекательно. Удачи! Если что, это не шутка. На самом деле это очень здорово. Как будто какая-то мини-игра, мини-головоломка, при разгадке которой ты получаешь награду в виде уникального артефакта. Гайка очень хорошо останавливает кровотечение, но обычно я ее не использовал, так как в игре миллион медикаментов, которые можно подобрать. Заряжать гайку как болт не надо. При этом указано, что раны заживают медленнее. Полностью про дебафы рассказать не могу, так как во время боя эффективнее повесить арт на пулестойкость. Следующий артефакт — это странная вода. Это, наверное, самый необходимый артефакт, который вообще в принципе есть в игре. Найти его можно только в ночное время, так как днем аномалия не активна. Помните, я говорил про головоломки? Вот здесь то же самое. Найти артефакт можно на вот этом камне.
С первого раза может не выйти. F5, F9 и надеяться на рандом, так как у артефакта не одна точка спавна. А когда аномалия заработает, ух. Бутылка, моя бутылка, сяду на тебя. Найти вторую точку спавна будет нереально, так как банально фонарик не работает. И вам придется блуждать среди вот этих огоньков. Прикладываю гайд от подписчика. 2 раза подбирал артефакт на прямых эфирах, 2 раза мне помогло. Расположение всех аномалий со странными артефактами будет далее в видео. Что же дает бутылка и чем она так полезна? Вы уже видите, чем она не полезна. При определенном перегрузе артефакт накладывает баф, как будто бы вы выпили водку. И в таком состоянии вести боевку, ну, не очень приятно. Плюс еще чрезмерно накрученная насыщенность делает картинку мультяшной. Решение не ходить на перегрузе. Но хомяк не позволит, верно? Бутылка дает отличную прибавку к переносимому весу, а также нереальный вывод радиации. Обязательно найдите ее. А мы идем далее. Странный мяч. Детский мячик неожиданно тяжелый. Найти его можно недалеко от Залесья. В аномалии Бульба. Помните вот этот момент из трейлера? Это оно. Здесь главное подобрать правильный тайминг и прятаться за автомобилями. Артефакт дает пулестойкость в бою, но при этом становится тяжелее, как бы впитывая пули. Здорово. Странный цветок. Артефакт, который отпугивает мутантов. Найти его можно на маковом поле. Говорят, что артефакт повышает скрытность. Не проверял, так как не сильно было нужно. Я хорош, ой, я хорош. Странный котелок. Наверное, самый жуткий из сегодняшних артефактов. Найти его можно в туманном домике, недалеко от дуги. Жутковатое местечко. Нужно попытаться несколько раз выйти из тумана, и тогда можно будет получить доступ в ранее закрытые помещения. В этом же домике на столе можно найти медальон ведьмака. Забрать артефакт можно только ночью. Днем аномалия не работает. Как по мне, артефакт бесполезен, или мы о нем слишком мало знаем. Но что точно известно, то что он не утоляет голод, и при употреблении продуктов накладывает на главного героя рандомный эффект. И в завершении сердце Чернобыля. Легендарный артефакт, который можно было увидеть в оригинальном Сталкере Тень Чернобыля. Где я был и что я там видел? Но что он дает, так и непонятно. Скорее всего, это просто квестовый предмет. Расположение всех аномальных зон, где можно найти артефакты, можно найти на интерактивной карте. Ролик по ней я уже делал ранее. Ссылка в описании под видео. Очень удобная вещь. Поможет не пропустить ничего. Ставишь необходимый фильтр и ищешь все, что тебе надо. Будь то задания, тайники или аномалии. А вот расположение всех аномальных зон, где можно найти странные легендарные артефакты. Ну что, выживший, видео подходит к концу. Надеюсь, ролик был полезен и интересен. Мне было приятно разобрать все странные артефакты. Действительно годная и интересная вещь. Вот радуют такие нововведения. Но впереди еще много секретов. А значит, мы встретимся вновь. Пока, друг. До новых встреч.